AAA игры — это неофициальный класс проектов в индустрии видеоигр, которые разрабатываются большой студией и финансируются огромными бюджетами. Так что же такое AAA? По сути, это a lot of time, a lot of resources and a lot of money. То есть много времени, много ресурсов и много денег. Всем привет, ребят! Вы на канале Hammerhit, и сегодня мы разберем с вами игры класса AAA, которые провалились с огромным треском. А перед началом данного ролика я напоминаю, если тебе понравилось данное видео, то ты можешь подписаться, поставить лайк и оставить свой комментарий. Ну что ж, начинаем! На пятом месте расположилась игра Aliens Colonial Marines 2013 года выпуска. Разработчики игры обещали фанатам вселенной Чужих офигенную игру, полную напряженных боев и атмосферу, которые так ценятся в фильмах. Однако, когда игра наконец-то вышла, она оказалась не просто разочарованием, а настоящим крахом в мире игр. По версии Metacritic игра набрала 48 баллов. Пользователи же отдали игре всего лишь 3,9 балла. Одним из самых главных косяков игры, пожалуй, была ее графика. По обещаниям разработчиков, игра должна была предложить выдающуюся визуальную составляющую. Однако, когда ты впервые запускаешь игру, ты сталкиваешься с устаревшими текстурами, деревянными анимациями, какими-то недоработанными моделями персонажей. И это на самом деле серьезная проблема, потому что красивая графика часто служит важным аспектом в игровом опыте. Более того, игра страдает от массы технических проблем, начиная от исчезающих текстур и звуковых сбоев до проблем с искусственным интеллектом противников, что кардинально рушит всю эту атмосферу ужаса, которую ожидали фанаты. Что касаемо сюжета. Сюжет игры оказался плоским, предсказуемым, лишенным глубины. Персонажи кажутся одномерными, диалоги какими-то банальными. И это все в совокупности существенно ослабляет вовлеченность игроков в сюжет и лишает игру того мистического и жуткого настроения, которое по сути-то должно присутствовать в каждом уголке космической станции. Еще одним из важных факторов, подпортившим репутацию игры, было обманчивое продвижение игры перед ее релизом. Геймплейные трейлеры и демонстрации очень сильно отличались от того, что было представлено в финальной версии. Обещания качественного сюжета и великолепной графики оказались пустыми словами. Игра Aliens Colonial Marines — одна из тех игр, которая останется в памяти как один из самых крупных провалов в истории видеоигр. Несмотря на большие ожидания и потенциал воссоздать захватывающую атмосферу фильмов «Чужие», а потенциал реально был большой, игра с треском провалилась в каждом аспекте, от технических проблем и графики до очень слабого сюжета. Это стало непростительной ошибкой разработчиков и напоминанием о том, насколько важно честное и качественное продвижение продукта. На четвертом месте расположилась игра Iron Man 2008 года выпуска. Без преувеличения можно сказать, что в последние годы индустрия видеоигр столкнулась с внушительным числом супергеройских адаптаций. Но, как правило, не все они способны взлететь. Одной из таких амбициозных попыток была игра Iron Man, которая основана на знаменитом персонаже Marvel. Однако, несмотря на потенциал использования технологий виртуальной реальности и обширных возможностей в боевой системе, игра оставляет желать лучшего. Оценочки вы можете увидеть на своих экранах. Во-первых, стоит отметить, что графика и дизайн в игре Iron Man очень далеки от идеала. Несмотря на использование передовых технологий, разработчикам почему-то так и не удалось создать визуально захватывающий мир, который бы соответствовал стандартам, установленным другими современными проектами. Есть такое впечатление, что игра создавалась на каком-то устаревшем графическом движке. Но самый большой недостаток игры Iron Man — это слабый сюжет. Время, которое потратили на создание сюжета, кажется минимальным. Сюжетные линии и персонажи недостаточно проработаны. Они не вызывают у игроков настоящего интереса. Вместо того, чтобы предложить какую-то захватывающую, интересную историю, разработчики, в общем-то, сосредоточились на бесконечных схватках, что в итоге привело к монотонности геймплея. Боевая система хоть и представляет много возможностей для экшена, но по сути также оставляет желать лучшего. Управление броней часто кажется каким-то неудобным. Опыт виртуальной реальности не добавляет той глубины, которую ожидали фанаты жанра. Наконец, стоит отметить внимание на отсутствие инноваций в игровом процессе. Iron Man, по большому-то счету, не предлагает ничего нового или уникального, что могло бы выделить ее среди других супергеройских проектов. Это просто еще одна проходная игра, в которой игрок может почувствовать себя супергероем, без какой-то степени глубины и вовлеченности, которую разработчики изначально обещали. В итоге игра Iron Man оказывается полным разочарованием. Несмотря на все свои технические возможности, разработчики не смогли предложить игрокам ни интересного сюжета, ни красивой графики. В общем-то, ничего того, что могло бы зацепить игроков и постоянно играть в эту игру. Скорее всего, эта игра останется в тени своих успешных собратьев как напоминание о том, что даже самые знаменитые супергерои не всегда способны перенестись в мир видеоигр с успехом.
На третьем месте находится игра Umbrella Corps 2016 года выпуска. 38 баллов от Metacritic и 2,4 балла от пользователей. Какое-то время Capcom находилась в довольно мрачном положении. До того, как Resident Evil 7 возродила франшизу, у нас было вот что-то такое непонятное, при создании которого использовался дендрофикальный принцип конструирования. Из говна и палок, проще говоря. Серьезно, сколько есть фанатов франшизы, одним из которых я являюсь, которые просто умирают от желания поиграть в многопользовательский шутер от первого лица, который отдаленно напоминал бы сериал. Игра Umbrella Corps вызвала резкие и отрицательные реакции у критиков и игроков. Вместо того, чтобы стать удачным экспериментом загадочной вселенной Resident Evil, Umbrella Corps по большому счету оказалась недоработанным и разочаровывающим проектом. Одной из главных проблем игры Umbrella Corps, конечно же, стал ее отсутствующий игровой контент. Вместо рассказа о мире Resident Evil или каких-то там новых увлекательных сюжетах, игрокам предложили бессмысленные поверхностные контент-режимы, которые представляли собой лишь поверхностное подобие игрового процесса. И это оказалось очень сильным разочарованием. Технические проблемы также сыграли свою роль в снижении качественных показателей игры. Проблемы с геймплеем, отзывчивостью управления, проблемы с балансом геймплея. Короче, огромная куча проблем. Графика и визуальное оформление, которые обычно являются сильными сторонами в играх Capcom, также оказались под вопросом, так как были плохо выполнены и плохо оптимизированы. Слабый же многопользовательский режим добил все оставшиеся надежды на успех Umbrella Corps. Несмотря на связь с популярной вселенной Resident Evil, он крайне нудный и неинтересный. Он не предлагает ничего, что могло бы заинтересовать игроков. Кстати, немного скажу про оружие. Оружие ближнего боя, вот оно было действительно превосходным. И команда, которая полагалась только на него, в значительной степени выигрывала каждый раз. В игре только два режима. Это странно хардкорный матч на одну жизнь, который предоставляет собой поединок 3 на 3, где если ты умрешь, то выбываешь из игры. А также режим с несколькими миссиями, который очень похож на игру Exoprimal от Capcom, где вы проходите серию коротких миссий с разными целями, обычно участвуя в гонках с вражеской командой, там, чтобы выполнить какую-то задачу. Контент для одиночной игры тоже очень слабый. По сути, это коллекция карт для многопользовательской игры и расширенное руководство по ее использованию. Кстати, элементы управления не такие ужасные. Есть несколько интересных идей, например, вот зомби-глушилка, которая может вывести из строя вражескую команду и заставить зомби нападать на нее. Но в остальном это довольно убогий шутер, в нем нет ничего интересного. После 6-й части Обители Зла серии нужна была хоть какая-то победа, но Umbrella Corp это вообще не то. К счастью, Capcom одумалась и выпустила 7-ю часть Обители Зла, и, честно говоря, с тех пор они на правильном пути. Umbrella Corps, несомненно, оказалась одним из самых больших неудачных экспериментов Capcom в игровой индустрии. Вместо того, чтобы использовать богатую вселенную Resident Evil в качестве базы для подлинных инноваций захватывающего геймплея, компания выпустила непонятный и неприятный продукт, который никак не соответствовал ожиданиям фанатов серии игр Resident Evil. На втором месте расположилась игра Warcraft 3 Reforged 2020 года. Выпущенная Blizzard Entertainment в январе 2020 года, игра обещала быть великолепным обновлением культовой стратегической игры Warcraft 3 Reign of Chaos, выпущенной в 2002 году. Однако, несмотря на высокие ожидания со стороны фанатов, проект встретился с огромным волнением и критикой со стороны игрового сообщества. Оценочки вы можете увидеть на своих экранах. Кстати, Metacritic присвоил игре 59 баллов, а вот оценка пользователей составила 0,6 балла. Это, по-моему, самая низкая оценка на Метакритике. Грустная история, ведь все так хорошо начиналось. Были обещаны сюжетные изменения, переделаны карты, улучшенная графика, кинематографические ролики. Но сказать, что у них ничего не получилось, это ничего не сказать. Одним из главных аспектов разочарования стало качество визуального обновления. Обещания о полной переработке графики и модели персонажей оказались недостоверными. Графика игры выглядит устаревшей даже по сравнению с современными стратегиями. Некоторые персонажи выглядят как-то неуклюже, а новый дизайн далек от того, чтобы быть визуально привлекательным. Но проблемы касаются не только графики. Игровой процесс тоже страдает от недоработок и технических проблем. Многим игрокам пришлось столкнуться с багами, с зависаниями, какими-то другими техническими неполадками, что существенно повлияло на впечатление от игры. Пользовательский интерфейс также вызвал недовольство. Он какой-то неудобный, неэффективный, и это недопустимо для такой культовой игры. Однако самой большой критике подверглись изменения в политике пользовательских карт. Blizzard сделала шаг
шаг назад, отказав игрокам возможности создать свои карты с использованием нового редактора, что вызвало широкий протест игрового сообщества. Но в оправдание Blizzard стоит отметить, что они предприняли некоторые попытки исправить ситуацию, выпуская патчи, обновления. Однако многие игроки считают, что это слишком мало и слишком поздно. То есть первое впечатление, оно было уже испорчено. Warcraft 3 Reforged, казалось бы, обещал воссоздать великую игру, но вместо этого оставил позади разочарованных фанатов и недовольных игроков. В итоге игра оказалась не тем, чем могла быть на самом деле. Вместо триумфального возвращения классики мы получили несовершенный продукт, который не оправдал ожиданий. Игра показала, что даже крупные студии, такие как Blizzard Entertainment, могут совершить ошибки в разработке и управлении проектами, подвергая себя серьезной критике со стороны своей же аудитории. For my people, it shall be done, defending your name. На первом месте расположилась игра Babylon's Fall 2022 года. Я думаю, что не зря она называется Fall, потому что это был провал просто мирового масштаба. Игра набрала 41 балл на Metacritic и 2,1 балла среди пользователей. Square Enix и Platinum Games объединили свои усилия, и похоже, это было бы неплохо, потому что они уже делали это однажды. По словам продюсера Junichi Ehara, команда хотела расширить боевую систему из Nier Automata и поэкспериментировать с мультиплеером в Babylon's Fall. Визуальный стиль игры в стиле мазка был вдохновлен классическими европейскими картинами маслом. Графика была создана с использованием холстообразной текстуры. Но в итоге что мы получили? А получили мы то, что игра вышла под разгромные рецензии критиков и отзывов игроков. Проект ругали практически за все. Ко всему прочему, игра показала очень плохой старт в первые же дни. Вы только представьте, в релизный день в Babylon's Fall сыграло всего около 600 человек, а через некоторое время общий онлайн опустился вообще до одного пользователя. После такой быстрой смерти на Babylon's Fall, конечно же, был поставлен крест. Игра была объявлена недействительной почти сразу же, ну и вскоре ее, конечно, закрыли. Игра вышла в раннем доступе 28 февраля 2022, а серверы были полностью закрыты 27 февраля следующего года. Так что игра просуществовала почти год без одного дня. Предполагалось, что данная игра это будет такой своеобразный первый залп в серии больших игр. Но если это так, то разработчикам следовало постараться намного усерднее, потому что игра была по-настоящему жалкой. С точки зрения графики и сюжета она была ужасна. Игровой процесс был повторяющимся и неинтересным. Также у разработчиков была идея в том, чтобы постоянно обновлять игру. Ну, как бы чтобы все, знаете, были вовлечены, получали удовольствие. Но вдруг игроки неожиданно говорят: мне не очень нравится эта игра. Я не хочу покупать часть стратегии, которая будет постоянно обновляться. И в итоге идея, связанная с постоянным обновлением игры, канула в лету, как и сама игра. И это вообще при условии, что разработчики собирались ее обновлять. Вывод тут однозначный. Игра была просто ужасна. Она была наполнена запутанными системами, повторяющимся скучным игровым процессом. Это была просто плохая игра со всех сторон. Ну что ж, ребят, на этом все. Сегодня мы с вами разобрали 5 игр категории AAA, которые с треском провалились. А если тебе понравилось данное видео, не забывай подписаться на канал, поставить лайк и оставить свой комментарий. Всем пока!